Здравствуйте, меня зовут Тигран Хазмалян, это очередной выпуск «Песочных часов». За 5 минут, пока ссыпается песок, мы успеем поговорить о самом важном за прошедшую неделю. Первая неделя августа оправдала зловещую репутацию этого месяца в политическом лексиконе. Прошло несколько дней, а мир уже несколько раз стоял на грани войны. Сначала обострение в Косово, что дало многим повод вспомнить о выстрелах в Сараево в августе 2014 года. Затем спикер Конгресса США Нэнси Пелоси летит в Тайвань, и тут уже все всполошились не на шутку, потому что Китай начал угрожать Америке военной операцией. И все понимали, что теперь речь идет о Третьей мировой войне. Но пронесло и в этот раз. Казалось, пронесло да не везде, в Арцахе. Обострение стоило жизни уже нескольким армянским солдатам и более десятка ранены. Азербайджан вновь пошел в атаку, пользуясь тем, что внимание мира сосредоточено совершенно в других местах. И тем не менее, я берусь утверждать, что все это события, или, скажем так, звенья одной цепи, которая еще приковывает нас к России. Кстати, это одна из причин нынешнего, как и всех предыдущих обострений, потому что в мире очень многие продолжают воспринимать Армению как сателлита России, не понимая, что Армения является, возможно, последним, если не вассалом, скажем так, заложником Российской империи. И все, что происходит, надо, если мы хотим реально понять или объяснить, что же происходит, надо учитывать именно эту особенность. Посмотрите, Азербайджан представляет себя сейчас чуть ли не как борец за свободу, своей территории. Хотя ведь Азербайджан, как и Россия в Украине, Азербайджан в Карабахе, в общем-то, не за территории сражается. Он сражается, он убивает для геноцида и патриоцида, для уничтожения населения и лишения его своей родины. Ведь то же самое происходит и в Украине. К сожалению, в самой Украине даже не все понимают это, когда речь заходит о Карабахе. Но об Украине мы еще поговорим. А пока попробуем понять, что же происходит в Карабахе и чем все это кончится. Для этого вернемся еще раз в Косово. Посмотрите, 2 эпизода. Миротворческие силы стоят в Косово, и достаточно оказалось одного звонка госсекретаря США, и ситуация, подошедшая к грани войны, тут же рассосалась. Что происходит в Карабахе? Там тоже миротворческие силы, правда не международные, российские. И при их оглушительном молчании азербайджанская армия убивает, стреляет из дронов, из танков, из пушек. Однако России требуется, как всегда, 3 дня для того, чтобы хотя бы начать реагировать. Мы помним эти 3 дня. Это были 3 дня в Сумгаите, это были 3 дня в Баку. Речь идет о 88-м и 90-м годах 20 века, если кто забыл. Что же происходит сейчас? Надо успокоиться и услышать самих себя. Во-первых, все это стало поводом к довольно интересному выступлению Николы Пашиняна. Это выступление можно трактовать по-разному. Каждый может услышать в нем то, что хочет услышать. Но невозможно не услышать одно, сказанное им практически впервые и почти официально. Армянский премьер заговорил о международном мандате миротворцев. И это, дай бог, первый шаг в правильном направлении, потому что российские оккупанты не могут быть миротворцами. Они войнотворцы. И это главный итог прошедшей недели. Мы надеемся, что американской и европейской сторонам удастся остановить расползание конфликта. И, возможно, тогда на следующей неделе мы снова будем больше говорить об Украине. А в Украине происходит передислокация сил, и август обещает быть горячим, как мы и предполагали. Подписывайтесь на наш канал, если вам это все еще интересно. Ставьте лайки. Увидимся через неделю. До свидания.